и узнать что? Как правильно сложить, как правильно разобрать, как поставить, как собрать группу, как организовать съемку. Это прекрасный опыт для меня. Я здесь очень многому научился, начиная от легких каких-то разминочных упражнений, которые я смогу применять в будущем, вплоть до работы с профессиональной техникой, с углами, с какими-то, со светом, со звуком. Эти все моменты, они мне очень пригодятся, ну, по крайней мере, я это чувствую. Я научилась брать интервью, научилась, как правильно собрать. Очень понравилось. Я вообще никогда не снимала и не думала, какая-то такая трудоемкая работа. Это столько труда надо. Это вообще такие люди мужественные снимают фильмы. Честно. Я получаю удовольствие непосредственно от процесса съемки. И я, когда занимаюсь этим, мне хочется еще больше творить, мне хочется еще больше как-то какие-то придумывать новые идеи. Даже захотелось снова купить вот эту камеру и самой снимать. Это вы прям завели. Вот это очень интересно. Под конец уже ты как, я не знаю, как в родной семье, как будто ты с этими людьми несколько лет общался. Ну, вот так вот как-то. Самый чувствительный момент – это когда делились своими воспоминаниями именно те люди, которые побывали в тех зонах оккупированных. Они когда рассказывали, у меня внутри прям все сжимало, и мне хотелось как-то подойти, хотя бы обнять их. Мне кажется, вот не то, что одна я переживаю, но я узнаю, что есть ситуация еще хуже, чем у меня. Я непосредственно пообщался с теми людьми, которые вынуждены были покинуть свой дом и приехать к нам сюда, в Бердянск. И мне показалось, что это общение, что общение с этими людьми, оно помогло мне лучше их понять и, соответственно, как-то лучше понимать всю ситуацию в целом. Ой, в начале проекта стеснялась, боялась не так. А сейчас как-то уверенная. И сам проект интересный. Как-то затянул, заворожил. Все, что наболело, вот и мы это увидели. Не то, что сам себе прячешь там, а вот оно, вынесли. Меня это задело. Что даже слеза выкатилась. Вот как вот мы смотрели там и такие. Ну, это потому что слеза, потому что это наше, наболевшее, и оно вышло. До проекта мне было психологически тяжело. Мне было неуютно и некомфортно. Здесь мы все открылись. Открылись навстречу друг другу. И я намного значительно себя лучше чувствую. Я счастлива, I'm happy. Чего всем желаю. Это такая радость, я уже говорила, это такая радость за 2,5 года. Вы как будто вот нас взяли и вытащили куда-то из низа кверху, подняли. Научили поверить в себя, научили в общении с людьми, научили верить в себя, научили быть менее застенчивыми, больше быть открытыми. Больше людям доверять. Вчера с мужем сидим, я говорю, ты можешь слово сказать, вот фильм закончился, я говорю, ты можешь как-то сказать, ты не слушал, не видел, как мы все это его делали, вот своими словами, как тебе? Он говорит, я не могу, меня, говорит, я операции перенес, вот наркоза, я, говорит, не могу, у меня слезы наворачиваются, говорит, настолько мне, говорит, вот трогательно, так, говорит, понравилось. Ну, я, говорит, скажу, немножко отойду и скажу. И расскажу, говорит. Вообще, молодцы ребята, молодцы группа. Я не знаю, очень понравилось.
Этот фильм нужен. Необходимо рассказать людям. Мне кажется, должна быть очень широкая аудитория для этого фильма. Чем больше людей посмотрят, если мы сумеем донести то, что вот в наших сердцах, то, что мы им пытаемся рассказать, чтобы они это услышали, мне кажется, тем больше изменится представление о переселенцах у людей. И люди задумаются над проблемой, что с каждым может это случиться, и как надо выйти из этого положения, чтобы помочь людям, вот, окружающим. Ведь завтра может любой человек оказаться в такой ситуации, как мы, переселенцы.